Почему же все-таки желтеют огурцы? Существует 5 главных причин такого стресса. Это нерегулярный полив, сильная жара, когда температура переваливает за 30 градусов, элементарная нехватка питания, слишком густые посадки, ну и, конечно, болезни и вредители. Тот самый секрет аптечной таблетки. Здесь мнения резко расходятся. С одной стороны, нам обещают мгновенный зеленый лист, море новых завязей и абсолютную защиту от всех болезней. А с другой стороны, есть сухие научные факты. Метронидозол– это лекарство для людей. Оно дает лишь временный антибактериальный эффект при некоторых инфекциях и уж точно никак не заменяет ни полив, ни питание. Чудес, к сожалению, не бывает. Растениям нужен грамотный уход. Правильному поливу. Это основа основ. Очень важно запомнить одно золотое правило. 6-8 литров теплой, обязательно отстоянной воды на квадратный метр. Это строгая норма в период массового сбора урожая. Поливать нужно только под корень, лучше всего утром или вечером. И никаких ледяных струй из шланга по листьям на ночь. Это прямой путь к грибковым заболеваниям. И еще один важнейший момент– мульча. Обычная скошенная трава или крапива, уложенная слоем в 5-7 сантиметров, творит настоящие чудеса. Она прекрасно сохраняет влагу в почве, резко снижает испарение и, что самое главное, бережет чувствительные корешки огурцов от перегрева в летний зной. Это правило работает безотказно. Питалия. В июле огурцы отдают все силы на формирование плодов, поэтому им срочно нужна поддержка. Вот отличный проверенный рецепт органического коктейля. Берем 1 стакан древесной золы и заливаем кипятком. Затем добавляем 100 мл обычного столового уксуса и доводим общий объем водой ровно до 10 литров. Поливаем строго под корень, по 1 литру на каждое растение. Уксус здесь нужен для того, чтобы моментально улучшить доступ калия и кальция к корням. Растения скажут за это спасибо. А эта простая таблица поможет быстро поставить диагноз и решить проблему. Пожелтели нижние листья. Значит, нужна мочевина, 10-15 граммов на ведро воды. Совсем нет завязей, а листья стали мелкими. Тут спасет борная кислота по листу, достаточно 1-2 граммов. Ну а если листья вялые и потеряли тонус, поможет кальциевая селитра. Все предельно ясно. Главное правило здесь – ни в коем случае не превышать дозировку, чтобы не навредить. Защита растений. Давайте внимательно посмотрим на симптомы. Если на листьях появился белый мучной налет, это мучнистая роса. Здесь сработают препараты на основе серы. Заметили желтоватые угловатые пятна? Это пироноспороз, нужны специальные фунгициды. Если стебель у корня начал темнеть, это корневая гниль. Тут нужно срочно снизить полив, а если куст поражен сильно, его, увы, лучше удалить, чтобы спасти остальные. Ну а тонкая паутинка и светлеющий лист — это верный признак паутинного клеща. В ход идут акарициды и обязательное увлажнение воздуха в теплице. При всем этом никогда нельзя забывать про базовую агротехнику. Если на улице жара выше 30 градусов, теплице нужно обязательно притенять специальной сеткой. Помещение необходимо проветривать. Не забываем удалять старые нижние листья, чтобы воздух и свет свободно поступали к завязям. И, конечно же, вовремя собираем урожай. Не давайте огурцам перерастать, они просто вытягивают жизненные силы из куста. Тот самый тест таблеток, о котором так много говорят. Если все-таки есть непреодолимое желание попробовать этот метод из интернета, вот инструкция для безопасного теста. Нужно растолочь в ложке 10 таблеток метронидозола, растворить полученный порошок в 100 граммах теплой воды, примерно 50 градусов. Затем выливаем этот концентрат в 10-литровое ведро с водой, хорошенько перемешиваем и опрыскиваем по листу. Но, внимание, тестировать этот раствор стоит буквально на 2-3 кустах, и делать это нужно исключительно поздно вечером. Оценивать результат нужно через 3-5 дней. Спойлер, если чудо не произошло и лист не зазеленел, процедуру лучше не повторять. И еще одно железное правило. Это все-таки человеческое лекарство. Работать с ним нужно строго в перчатках. И никогда, ни при каких условиях не опрыскивайте огурцы прямо перед сбором урожая. Здоровье всегда должно быть на первом месте. Возникает резонный вопрос, стоит ли вообще искать чудеса в аптечке, когда природа уже дала нам все необходимые инструменты для богатого урожая. На канале есть и другие не менее интересные видео. Все ссылки заботливо оставлены в описании и в закрепленном комментарии.